Доброе утро из страны Кашемира, вкуснейшей баранины, бескрайних степей, юрт и, конечно же, всем известного Чингисхана. Мы проснулись в Улан-Баторе, в Монголии. Здесь плюс 28, те, кто знает, мне очень везет на жару и жаркие страны, поэтому сегодня я буду опять таять на глазах. А что поделать, правильно? Мы остановились в гостинице Platinum отель. Сейчас пойдем на завтрак, покажу, чем нас там кормят. И покажу все о городе. Мы надеемся, что сегодня у нас получится выехать за город на статую Чингисхана, огромную статую, остановиться в местном монгольском кафе, насладиться монгольской едой. Она довольно жирноватая, все о мясе, там все про мясо. А я это очень сильно люблю. Поэтому расскажу. Тур за город, посмотреть на статую стоил 5000 рублей. Нас отвезут отсюда в аэропорт за 3500 рублей. И я думаю, что основной эти цены основываются на том факте, что бензин здесь в 2 раза дороже, чем в России. Здесь 95-й стоит 100 рублей за литр. Вот такая вот интересная информация вам с моего утра. Поэтому погнали! Хочется дать должное. Дороги в Монголии, в центре города, конечно, вообще очень классные. Прямые, свежие. Сейчас проходили одну улицу, где ребята тоже ремонтируют дорогу, укладывают асфальт. Все ровненько, аккуратненько. Вообще, что не может не радовать. Дорога до Улан-Удэ, до Бурятии, в принципе, с монгольской стороны тоже была очень хорошая. Нам, правда, стоять там надо было часа 2,5, проходить контроль, проходить границу, посмотрели документы, проверяли все чемоданы, что мы в них везем, задавали вопросы. На обратном пути мы ехали на поезде, но точно так же мы и стояли часа 2. То же самое проверяли полностью сумки, документы. С российской стороны было немножко более усилено, я бы сказала, в плане проверки, чем с монгольской стороны. Но я думаю, поэтому монголы так сильно и не проверяли, потому что не знали, насколько хорошо делает свою работу российская сторона. Как-то так. Хочется заметить, что корейских ресторанов здесь очень-очень много. Корейских, китайских, караоке и так далее. К тому же здесь очень хорошие корейские дантисты. Видимо, какое-то время они сюда приезжали или приезжают сейчас. Насколько я понимаю, у корейцев въезд в Монголию безвизовый. О, пожалуйста, еще один корейский магазинчик. Ну, они тут на каждом углу, в принципе. Караоке. Еще одна вывеска караоке. Корейский ресторан. Самая огромная статуя Чингисхана во всем мире. 40 метров в высоту, сделана из нержавеющей стали. Вон там, вот за холмами, он был родом. И по легендам, когда он проиграл свою первую битву, он пришел на это место отдохнуть. Может чая попить, может покурить. И нашел здесь кнут.
И после того, как он нашел этот кнут и забрал с собой, он не проиграл больше ни одной битвы. 20 инженеров со всего мира сюда приезжали для того, чтобы восстановить эту статую. И в скором будущем вокруг нее по периметру поставят каток, музеи, отели, все для туристов. Здесь можно подняться в самый верх, верхушку. И вон, где конь стоит, где у него грива, там смотровая площадка. И именно туда-то мы и направляемся. Это прямо на входе, на первом этаже. Здесь сувенирный магазин и музей. Здесь вот такой большой-большой ботинок Чингисхана. И картины. Портреты. Вот мы и добрались до самой верхушки лошадиной гривы Чингисхана. Здесь вокруг построится, все обустроится для туристов. Вон еще там эти отельные юрты стоят. И совсем скоро здесь будет очень много чем заняться. Приезжать сюда можно будет на сутки, заниматься ездой лошадиной, стрелять с луком. Вон там ходят верблюды и лошадки стоят. Мама, привет! Я нахожусь в гриве лошади Чингисхана. Вот Чингисхан, а я в гриве его лошади. Карта Монгольской империи с 13 по 14 века. Монгольское облачение. Здесь можно снять лошадь, покататься по полям, пострелять из лука, а также верблюдика. И самые безупречные птицы на планете. Какие же красивые. Прекраснейший и новейший музей Чингисхана прямо в центре Улан-Батора. Вход туда стоит 20 тысяч тугриков с человека. На двоих это где-то $26 австралийских или 40 тысяч на двух взрослых. Это новый музей, был построен, открыт вот буквально после ковида. Раньше здесь стоял старенький музей, старенького здания. И здесь, собственно, можно сюда прийти и ознакомиться с историей Монгольской империи. Очень круто. Огромный блогер-миллионник Нас Дейли оказался тоже в Улан-Баторе в этот же день. И он снимает ролик из Монголии. И я вам сейчас покажу, сколько народу собралось. Не так уж много, казалось бы, но дофига. That's 1 minute! Вот так вот и снимается контент.
Постоял, собрал народ вокруг себя, сказал им, что делать и как говорить. И все. Ну, народ нормально, кстати, собралось, да? Для того, у кого сколько? 21 миллион подписчиков на Фейсбуке и 15 миллионов, по-моему, на Ютубе, что ли. Вот так, ребятки. В этот раз мы решили сходить в ресторанчик, который называется Modern Nomads, и попробовать монгольскую кухню, а потом в караоке. Что, ребят, у нас здесь бараний глаз. А вы как думали? Не так-то все просто. Не буду много говорить, просто съем. Баранина как баранина. Что, ребят, все, что смогла, я показала за день пребывания в Улан-Баторе. Мы сюда попали из Улан-Удэ поездом. Выехали мы где-то в 3 часа дня и приехали в Улан-Батор в 6 часов утра. Нас встретили, отвезли в отель. И все, что мы успели пробежаться, мы все сняли. Статуя Чингисхана однозначно рекомендую, туда обязательно надо съездить, очень впечатляет. Там внутри есть небольшой музей, можно подняться на самую верхушку, как вы видели. Очень-очень здорово. 10 тысяч вход с человека, 20 тысяч вход с человека, что на австралийские, по-моему, $8. И можно пофотографироваться с верблюдами, с орлами и с лошадями. И можно также пострелять из лука. Скоро он совсем расстроится, вся территория вокруг этой статуи. Там будут отели в виде юрт, чтобы люди могли приезжать и оставаться. Классно. А главная площадь, естественно, где мы сейчас и находимся. Тоже надо ее посетить. Тоже впечатляющее здание, вот это государственное с Чингисханом посередине, большим сидящим. И музей Чингисхана, конечно, тоже. История Монгольской империи. Как-никак коснулась весь мир, поэтому стоит тоже заглянуть. Здесь есть один из самых больших маркетов, точнее рынков в Азии. Мы туда не дойдем, потому что я уже все растеклась по асфальту. Очень жарко и парит солнце, поэтому тяжко. Я, как всегда, лечу туда, где не могу просто дышать даже. Такой человек, садомазохист. Что поделать. Монгольская еда жирная, но вкусная. Здесь, конечно, баранина, это вообще отвал башки. Мы сегодня, кстати, на статую наняли водителя, знакомый знакомого. За 5000 рублей он нас туда отвез и привез обратно. Он сидел в машине, нас ждал, сказал: сколько хотите, что делаете вообще. Буду сидеть и ждать. Было удобно. Бензин здесь вообще 95-й стоит 106 рублей на сегодняшний день, август 2023. В России он в половину раз дешевле, поэтому, собственно, из-за этого и туры, возможно, здесь будут довольно-таки недешевые. Здорово, классно. Мне нравится здесь все. Страна мяса, а я мясо люблю, как я уже вам говорила. Поэтому здесь, конечно, побывать стоит. Я думаю, что туризм и туристическая сфера все будет больше увеличиваться и расстраиваться здесь, в Монголии. Меню большинство уже на английском и на русском, кстати, тоже. И в целом очень круто. Надеюсь, вам понравилось. В следующий раз мы прилетим сюда несколько дней. Мы останемся жить, скорее всего, на пару дней с коренными кочевниками в юртах. Есть монгольскую еду. Просыпаться с ними, делить быт. Потому что, мне кажется, это самый лучший
самое лучшее решение и самый лучший шанс прочувствовать и прожить именно вот эту вот коренную монгольскую жизнь кочевника. Ну, как-то так. Всем пока!